Ребят, всем привет! Сегодня я вам буду рассказывать новости с тонкого плана, ну а доска мне понадобится для того, чтобы некоторые вещи, которые творятся на тонком плане, рассказать, наверное, и пояснить. Ну и для себя немного структурировать, потому что после того, как вообще пробудился исток, день идет у нас за 7, и абсолютно полный вот такой вот сумбур происходит, непонятный на тонком. Тут даже не то, что сумбур какой-то происходит, а то, что время очень-очень сильно ускорилось, и сейчас все торопятся. И светлые торопятся, и темные торопятся, все очень сильно торопятся до сентября. Есть такой момент, пан или пропал, как говорится, да, последний финальный рывок. Вот, как я его чувствую, как, не знаю, многие, может, тоже его чувствуют. Я в мае месяце, в начале мая немного рассказала, там было видео, где я очень-очень что-то там в кучу все свалила. Если честно, я сама не успеваю ничего. Я сейчас по 4-5 часов практически каждый день пребываю на тонком, а иногда я просто целые, можно сказать, сутки, где я целый день на тонком и всю ночь еще сплю, и в отражениях тоже лазю на тонком. В общем, весело вообще очень сильно. И я уже сама запуталась, какие события зачем идут, поэтому доска мне сегодня очень понадобится, хотя бы чтобы немного каши в своей голове собрать в кучу. Ну и еще, ребята, тоже это видео я снимаю для того, чтобы немного структурировать действия и обратить внимание ребят, которые тоже лазят на тонком, на некоторые очень сильно важные, вот прям стратегически важные сейчас действия, которые есть и которые нам нужно сделать. Во-первых, помните, в мае еще я сказала, что наконец-то после того, как проснулся исток, была битва за исток, это вы тоже знаете, что темные очень сильно хотели обратно исток закрыть, они очень сильно хотели его обратно запечатать, но ничего не получилось. Битву за исток мы выиграли, и очень большой гадюшник, тоже темных в том числе, закрыли. Но я видео, по-моему, про битву за исток я записывала. Ну а дальше у меня просто настолько, вот я говорила, по 4-5 часов каждый день на тонком. То есть настолько все завертелось, закрутилось, что просто столько событий, сколько не было за 2 года. Начиная с 2020, да, с момента всеобщего пробуждения до момента открытия истока, сколько вот всего произошло. Так вот, сейчас идут очень глобальные массовые зачистки, и это быстрые точечные зачистки. И те зачистки, которые нужно сделать буквально за пару месяцев. И это не только кто-то там будет делать, естественно. Ну, в первую очередь, кто это делает? Мы делаем, да, светлячки. Ну, первое, это наконец-то начался межгалактический суд. Наконец-то начался межгалактический суд. И это, блин, это просто супер. Потому что сколько уже ждали, когда соберут это все. Галактическая прокуратура собирала всячески и протоколы нарушений, и собирала информацию, и собирала доказательства, да, какие-то. И они составляли уголовные дела, начинались и все прочее. И наконец-то дождались межгалактический суд. Причем при этом сначала этот суд был более низкого уровня, то есть это был системный суд, но на уровне, грубо говоря, там 3-4 плотности. То есть суд маленьких вселенных, когда идет. Ну а тут уже, когда начали суд маленьких вселенных и начали разборки, поняли, что это касается не конкретно какого-то мироздания или системы мирозданий, да, вот, а это уже касается всей
Вселенной нашей, всего тела Создателя. И когда поняли, что дело о нашем мироздании вытекает во всеобщий масштаб Вселенной, то это переросло дело в межгалактический суд, межгалактическое судилище, где уже собрались галактики, и там уже это переросло во всеобщее такое. То есть начали судить там и темные, и светлые, там такой балаган. Я, в принципе, по-моему, рассказывала, что там полный балаган творится. Сейчас уже более-менее все утихло, как бы, ну, как утихло. Утихло, не утихло, разборки идут там на всех уровнях, на всех фронтах. Жизнь бурлит, кипит, и там всплывают такие пласты, что просто нечто там, да, есть. Но уже вот такого балагана, что темные орали на светлых, светлые орали на темных, всех друг на друга пальцем это показывали, и чуть ли там не в этом межгалактическом суде дрались между собой, такого уже, конечно, нет. Вот пустых обвинений, там чего-то такого, уже более все как-то пришло в какую-то рабочую струю, влилось как-то вот, ну, началось действительно разбирательство основное. И очень-очень много было всего уже на этом суде разобрано, в том числе и не только то, что творится у нас здесь. Тут уже даже, понимаете, вышло за рамки того, что творится на нашем мироздании. Оно уже приобрело рамки того, что творится в нашей Вселенной. То есть там разборка уже идет определенных моментов, которые творятся во Вселенной. То есть и там дело даже не в темных, а в принципе разбирательство с определенными личностями, которые... Так, ну давайте расскажу про них, ладно. Есть такие одни, кто-то их знает. Я знаю, что есть люди, вот, и есть души, которые воплощены здесь, которые даже меня смотрят, кто помнит о них и знают о них, об этих уродах. Их всего 3. 3 козла. Ну, это не в прямом смысле козла. Ну, по сути, этого не меняет суть их. 3 их всего. Называют их пожиратели вселенных или пожиратели вселенной. Вот, их всего 3 своего рода. Пришперлись они к нам из другой вселенной, то есть из другого тела Создателя, другой вселенной абсолютно пришли. Так вот, эти 3 урода, они сказали, типа, мол, мы тут такие беженцы, и наша там вселенная уничтожена, там все захвачено, да, ну не то, что захвачено, а якобы там сама вселенная стала пожирателем, то есть и они, бедные, несчастные, кое-как спаслись. Якобы примите нас, беженцев таких, и их приняли. Но все к ним относились очень настороженно, потому что, ну, чувствовали подвох. Подвох был, а понять никто не мог, что с ними не так, потому что они показали себя, показали, что у них светлые искры, все хорошо, мол, они такие все замечательные. А эти гады, они начали потихоньку, когда они сюда приперлись, в нашу вселенную, я имею в виду в наше тело Создателя, да, со всеми вселенными, со всеми вытекающими, они начали просто смотреть, где тонко в нашей вселенной, как можно нашу вселенную завоевать. Имеется в виду вся вселенная, не наше мироздание, да, вообще. Они начали смотреть, что у светлых творится, что у темных творится. В итоге поняли, что через темных это можно сделать гораздо лучше. Ну и начали развивать такое, что они начали давать темным технологии. Во-первых, именно они, вот эти 3 урода, вот они, корень всех бед в нашей вселенной. И тут даже дело не в темных как таковых, а вот в этих 3 уродах, потому что именно они вложили темным в голову замечательные идеи и мысли о том, что можно
вообще вставать на путь паразитизма и пожирательства, да, это во-первых. Во-вторых, это именно благодаря вот этим 3 уродам была создана Темная Империя. Ну, я знаю, что некоторые есть здесь, да, кто тоже в курсе, что такое Темная Империя. Вот, именно вот эти 3 урода создали здесь в свое время, создали, точнее, определенные матричные каркасы, сплели для того, чтобы вот была создана Темная Империя. Темная Империя, именно они ее организовали во главе с императором, да, которого они же потом и грохнули, а потом сказали темным, мол, это не мы этого, ну, не то, что не мы, а что, мол, это светлые вашего императора грохнули, все дела. Но это уже другая история, я ее когда-нибудь потом расскажу. Вот, но не суть. Именно они поспособствовали тому, что среди темных хаос ушел, образовалась Темная Империя. То, что все кланы темных начали объединяться, и потом при помощи их же, то есть они же начали давать темным вот этим вот кланам технологии, определенные передавать технологии для того, чтобы те могли при помощи этих технологий завоевывать мироздание. Различные, ну, естественно, мироздания светлых, да, в том числе. Так вот, они начали вот эти вот пожиратели давать темным технологии, передавать. Это причем, понимаете, не только Темной Империи они начали передавать технологии, но и другим кланам, другим расам темных, в том числе и серым, в том числе и другим, для того, чтобы отхапывать целые мироздания. Так вот, и новые технологии. В итоге руками темных они начали захватывать себе всю Вселенную. Почему себе? Да потому что себе. Основная задача вот этих 3 мразот была в том, чтобы нашу Вселенную скормить своей вот этой вот паразитирующей Вселенной. По сути, эти 3 искры, которые они показали, что это якобы они чистые, да, светлые 3 искры, они были заточены. То есть фактически эти искры не управлялись телами, а управлял телами этих 3 пожирателей паразит. То есть паразит это вот темная Вселенная, которая хотела просто пожрать здесь. Но у них немного было частично сознание свое, то есть оно как отделенное было, вот как души отделяют из себя частицы, да, и эти частицы становятся автономными. То же самое, что паразитирующая Вселенная отодрала от себя 3 паразитов, и эти паразиты стали, ну, частично автономные, да, но работали на эту Вселенную. Так вот, вот эти 3 паразита, они как раз-таки использовали технологии, и все для того, чтобы завоевывать миры. И наш мир, он не единичный. На самом деле, наш мир это один из тех миров, где у них зубки пообломались в том плане, что тяжело. Я уже говорила, наше мироздание не такое уж и простое, причем наше мироздание еще и не такое, что его можно было хоп-хоп и легко отжать, потому что оно имеет принадлежность, да, светлые просто так его не отдадут. Были, допустим, мироздания, которые принадлежали малым кланам. Я вот рассказывала про мироздание вам, если вы помните, да, в предыдущем видео. Я говорила, что есть мироздания, которые принадлежат младшим кланам. Вот такие вот очень быстро завоевывались, просто вот так вот. 2 пальцами об асфальт. Ну, а какие-то крупные мироздания типа нашего, это вот очень сложно. И наше мироздание, они на нем пытались тоже в свою очередь, то есть пытались выработать алгоритм, каким образом можно у светлых, именно больших, огромных кланов отбирать миры. Но не проканало. В общем, почему я взяла этих вообще 3 уродов и начала про них рассказывать? Так вот, ребят, кто знает их, да? Вообще, давайте, наверное, кому-то
тут вопрос сразу же, почему, зная то, что вот эти 3 урода все это делали, а это знали, то есть все нитки велись к ним. Как только начинались какие-то разборки, как только прокуратура смотрела на миры, то, что творилось в каких-то мирах, какие-то завоевания, еще что-то, косяки темных и всего прочего, все это тянулось нитками к вот этим 3 уродам. Но когда они, то есть, начинали их шерстить, то есть говорить, так, вы тут что-то делали, вы там где-то что-то виноваты, они просто умывали руки, говорили, мы ничего, мы чистые, мы кристально абсолютно чистые, мы ничего не делаем. Мы тут просто такие исследователи, живем своей жизнью, ничего не трогаем. Мы просто делимся с темными технологиями. Эти технологии, это технологии, они не хорошие, не плохие. Мы им просто даем технологии, но мы же не виноваты в том, что они эти технологии используют вот для того, чтобы завоевывать миры. То есть, понимаете, какого уровня они уроды. То есть, якобы мы не при делах такие, да, мы просто технологии даем, а они уже сами решают, как эти технологии используют. Вот они их используют во зло, а мы-то тут типа при чем? Хотя они же вот напрямую и при чем. Но, естественно, что свою жопу... То есть, такие, знаете, чистенькие, беленькие уроды. Ну и прижучить их долго не могли. Так вот, к чему я вообще о них начала рассказывать? Потому что, ребята, кто знал вот этих 3 уродов, я знаю, что есть люди, которые их знают, а те, кто не знал, расскажу, выглядели они, ну, может, кто-то не понимает, они это не, или не они, выглядели они как такие 3 твари в капюшонах, вот, в черных балахонах, подвязанных там каких-то, вот. Злые красные глаза такие. И они же клепали андроидов. Кто понял, про что я, да? То есть андроидов с искрой. Пихали искры, можно сказать, завоеванные вот искры мироздания, кто по дурости своей вот эту вот всю роботизацию схавал, то, что а-ля человек-киборг, да, то, что вот мы там в будущем, значит, будем роботами там и все такое. Ну, вот то, что нам сейчас трансгуманизм вот этот сраный, да, вот. И они впихивали искры в вот эти вот тела механические, и эти искры становились тупо батарейками. Батарейка, она не управляет механизмом, она является батарейкой. Вот, и эти души очень-очень сильно мучились, и сейчас, кто остался вот в этих вот механических телах, они тоже мучаются, но я думаю, надеюсь, по крайней мере, что их тоже освободят. Так вот, кого тоже заботила судьба этих 3 уродов, ура, ура, ребят, их прижучили. На вот этом межгалактическом суде, который начался в начале мая этого года, прижучили всех 3. Все вообще вылезло наружу, все их махинации, все повылазило наружу, потому что было вскрыто, вот что самое главное, почему это все вылезло, вскрыли полотно времени. Это, ну, кто знает, я думаю, сейчас для многих то, что я буду нести, они вообще не поймут, о чем идет речь, но я также знаю, что есть ребята, которые вообще поймут, о чем идет речь, и, ну, давайте так, для кого-то это будет интересно, но ни хрена не понятно, а для кого-то это будет важная информация, и я все равно ее озвучу. Вы знаете, что, ну, кто знает, да, вот, знает, что полотна времени просто так не вскрываются, а клан, да, который следит за полотнами, они абсолютно беспристрастны должны быть. То есть у них тоже принцип абсолютного невмешательства. Вот, но именно на вот этом межгалактическом суде эти кланы взяли слово, там были большие разборки, начались с этими кланами, и вот там все это повсплывало. Как только всплыло то, что что-то не так с плетельщиками,
И начали вскрывать полотна, вскрывать вообще разборки с плетельщиками начались. И там повскрывалось все именно про вот этих уродов на самом деле. Короче, плетельщики молодцы, я могу сказать так, потому что именно они сплели так, чтобы этих уродов зажучили. И это просто супер классно. Для тех, кто никто не понял, не понимает, о чем идет речь, плетельщики это такие светлые, вот, ну не светлые тоже, но светлые и темные плетельщики, они отдельно друг от друга работают, да. Вот, плетельщики это такие души высокого порядка, души, которые умеют плести временные линии, и которые, основная задача которых и работа которых это переплетение временных линий. Вот, я их называю плетельщиками. И у плетельщиков также есть, ну, я вам уже рассказывала, да, про устройство души, семьи, кланы, которые вот это. Есть целые кланы семьи плетельщиков. Вот. В том числе другие души, они тоже проходят обучение, допустим, на то, чтобы плести временные линии, для того, чтобы разбирать полотна и прочее. И люди, у которых очень хорошо срабатывает намерение, вот кто умеет прям вот выстраивать свою реальность вот до, которые вот не успели там что-то сказать, и вот, ну, бах, у них сбывается все просто. Они как раз-таки относятся, ну, либо они относятся к кланам плетельщиков, да, каким-то образом, либо они учились у плетельщиков или учились на плетельщика, то есть, но они умеют это делать. Особенно те, кто читает временные линии, умеет, допустим, передвигаться ну, между временными линиями. Также, я не помню, рассказывала вам или нет, но у плетельщиков есть определенные параметры, то, чего нет у других людей, у душ, да, высокого порядка, в том числе, допустим, полномочия определенные, которых нету, даже у меня вот, ну, таких полномочий нет. Это полномочия входить в реку времени, ну как, не совсем в реку времени, но, в общем, двигаться по полотну, не просто просматривать события в полотне, а именно погружаться внутрь реки времени в этом полотне. То есть быть в моменте здесь и сейчас, в любом моменте именно полотна, находящегося в полотне. Это могут делать только плетельщики с особым доступом, у которых есть ключи. В общем, как-то так. Не знаю, кто что понял, кто что не понял, но как идет, так записываю. Может, кто-то поймет про себя что-то. Не знаю, для чего я это говорю. В общем, вот такие дела, ребят, насчет плетельщиков и пожирателей. Кстати, вот эти 3 пожирателя, почему они вообще очень хорошо тут развились, почему они вообще тут пустили корни в нашей вселенной хорошо. Потому что эти твари, вот этот паразиты, да, которые управляли телами этих тварей, вот это паразитирующее сознание, они очень хорошо умели, как знали, как плетутся временные линии, в идеале прям знали, да, вот, и как плетутся временные линии знали, и знали, как матрицы создаются для плетения временных линий, да, под плетение временных линий, и много что другое, и просчитывать умели, и знали законы, да, и знали еще, ну, законы я имею в виду, законы работы материи и прочее, и законы работы энергии в том числе. Вот, а не то, что они там кодекс какой-то Российской Федерации выучили, или там кодекс США, там, или еще чего-то. В общем, такие дела. И, наконец-то, еще раз повторю, ура, 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 мы дожили до этих счастливых времен. 3 пожирателей этих грохнули. Вот, их прижучили, был суд, их развоплотили, судили, выкинули нахрен вообще с тела нашего создателя, и на этом все. Сейчас то, что идет, это разборки, очень большие разбирательства. Сейчас тоже будут и поднимаются полотна частично, и не только полотна, и вообще разгребается, что вообще, где они гадили. То есть тут уже говно после того, как их это... отсюда вытаранили, теперь разбираются, где они
наложили свои замечательные красивые кучи. В общем, межгалактический суд работает. А дальше небольшие тоже новости касательно того, что еще было. Касательно Темной империи, давайте немножко коснемся. Итак, второй момент. Темная империя. Что я хотела рассказать про Темную империю? Во-первых, для тех, кто не в курсе, да, что такое Темная империя, вообще в свое время темные, то есть это под императором, да, был такой император, то есть это один из клана Анубисов, вот, душа, который решил объединить под себя темные рода, то есть и создать одну единую темную империю, потому что, ну, если кто помнит, и никто, конечно же, ни хрена не помнит, да, вот, ну, если кто-то все-таки помнит, раньше темные кланы, они между собой постоянно собачились, у них не было там никакой структуры, еще чего-то, то есть темные между собой всегда дрались. Не было момента того, что темные дрались со светлыми, там вот эти вот битвы там какие-то, еще что-то было. Темные игрались там в свои песочницы чисто между собой, и все вот эти вот кланы темных постоянно собачились. Так вот, был такой очень амбициозный, очень интересный дух, не знаю, насколько высокого порядка, но я думаю, это все-таки не маленькая душа, раз он смог это все сделать. Но он не один это делал, это как раз-таки там пожиратели посильно помогали, но он тогда еще не знал, что они управляют им, ну как управляют, манипулируют, да, умело манипулируют. Вот. Он вот из клана Анубисов, как я уже сказала, он объединил под своим началом очень многие темные рода. Не всех, да. Так вот, ну, основные давайте расы, которые вы, по крайней мере, знаете или могли слышать, да, которые входили в состав Темной империи. Первое — это Анубисы. Ну, начнем с того, что Анубисы и возглавляли в основном Темную империю, так как император изначально был из их клана, то Анубисы это были приближенные императора, то есть, естественно, можно сказать, что Анубисы стояли во главе всей Темной империи. Далее, кто еще входит в состав Темной империи? Это куриноголовые. Ну, не знаю, как их там по-другому просто назвать. Я их называю куриноголовые. Это вот Рай компания, да, вот это. Далее это драконы, рептилоиды, пауки, скорпионы и так далее. Не знаю, насколько вам это что там скажет, но первых вы знаете очень хорошо, да. Вот, скорпионов может поменьше. Ну, да ладно, они тут особо и не терлись, скорпионы, чтобы вы их знали. Всяческие серые, но серые входят в конгломерат, но я бы не сказала, что они являются прямой частью Темной империи. Вот, более того, не все кланы, которые вообще есть часть Темной империи, они в принципе тут чего-то кого-то терлись и обитали вообще у нас здесь, или как-то являлись частью всего вот этого вот, тех же самых там религий или еще чего-то. Но они, да, так или иначе, есть некоторые сказания, там может быть еще где упоминался кто-то из еще каких-либо кланов или каких-либо вот структур, которые входят в Темную империю, но не особо, поэтому, ну, вот эти самые яркие. В общем, не суть. Так вот, к чему я про Темную империю.
в Межгалактическом суде сейчас. Там была тоже большая разборка касательно Темной империи. Опять была разборка, там поднимались вопросы касательно императора. И в том числе поднялся вопрос, и тема там этого вопроса была просто тысячелетней давности, ну, больше, да, по количеству лет, я просто говорю, что очень-очень давняя, которая послужила началом конфликта вообще Темной империи и Светлых, в принципе. А вот, когда Темная империя начала свои, так скажем, крестовые походы на Светлых. Вот, эта тема поднялась, там всплыли вообще просто ошеломляющие факты того, что на самом деле все, что, ну, послужило толчком к тому, чтобы темные и светлые, в принципе, поругались, поссорились и начали воевать, это были как раз-таки пожиратели Вселенной. Вот, это вот эти 3 гада состряпали всю эту ситуацию и сделали так, чтобы вообще вся эта война началась между темными и светлыми. На основании чего то дело многогодичной давности было пересмотрено, и Темная империя отступила. На момент того, когда вот в мае месяце, я говорила, Исток пробудился, да, и была битва за Исток, первое, потом второе было нападение, а к моменту 3-го нападения на Исток там империя стягивала все свои силы, это была просто жесть. Не хочу никого там пугать или что-то, но там такие силы стягивали, что я смотрела и думала, наверное, всем хана. То есть, если эта армия пойдет, и у меня было такое, я смотрела на наших и такая спрашивала, мы вообще справимся? Вы уверены, что как бы это, ну, на что там тоже... Я говорю, может, в суд там или как-то, что вообще это такое? Ну, как-то я смотрела, что светлые не взяли, там не как-то... Нормально все будет, типа, все хорошо. Надо держать спокойствие. Но в итоге этого всего не состоялось. То есть они начали стягивать войска, и на момент вот разборки вот этой, именно на уровне суда, да, и с императором там, с темным, и с многими другими факторами, именно касательными Темной империи, кризис конфликта между темными и вот, ну, нашем мироздании, то, что мы вот воевали, да, это уже достигло пика. И вообще кризис в отношениях Темной империи и Светлых, в принципе, тоже достиг своего пика. То есть они собирались, ну, очень хорошо на наше мироздание напасть, но не состоялось. В итоге, когда все вообще всплыло, все там разобрали и прочее, была подписана мировая с Темной империей. То есть сейчас хоть одной кобылой с возу, да, стало легче. То есть после того, как разборка прошла, темным вернули императора, и анубисы, как представители вообще Темной империи, подписали мировую. То есть о отмене притязательств каких-либо. Плюсом они освободили некоторые души захваченных мирозданий, которые были под их компетенцией, которые не находились в вот этом вот компетенции вот этих 3 пожирателей, отказались от каких-либо дел с вот этими вот касательно темных пожирателей, то есть иметь с ними какие-то либо общие дела, и также поняли момент того, что вот эти вот 3 урода ими просто хорошо манипулировали. Поэтому с Темной империей подписана мировая, но это еще не значит, что все от попы отлегло, как говорится. Сейчас Темная империя, произошел у них момент раскола, потому что не всем понравилось то, что была объявлена мировая, то, что анубисы вообще объявили мировую и ушли и отказались от притязаний каких-либо, да.
вот сейчас появился раскол. То есть от Темной империи конкретно откололись драконы, откололись репты, откололись пауки. Но это по моей информации. То есть от Темной империи откололись репты, драконы и частично откололись кланы пауков. То есть некоторые кланы пауков остались, некоторые частично откололись. И вот те, которые откололись, вот эти вот все уроды, сейчас они продолжают пытаться здесь захватить наше мироздание, пытаются удержать позиции. Как бы они сказали, что мы не собираемся подписывать никакие мировые, мы не собираемся ничего делать, мы типа будем продолжать воевать. То есть, ну вот, сейчас вот это вот эти вот гады все являются мишенью, целью, можно сказать так. То есть, ну, будете видеть, бейте, не ошибетесь. Вот, ну и плюс нижние миры также вы должны понимать, что помимо Темной империи, да, здесь у нас очень много всяческих уродов было с нижних миров, помимо Темной империи. Также огненные миры и также многие другие. Вот, те же самые там представители серых и других цивилизаций, которых тут вообще, я не знаю, тут проходной двор, да, день открытых дверей был все это время. Вот, какой тут только твари по паре не было. Все они остались, никуда они не делись и продолжают гадить, и продолжают что-то пытаться там отстоять свое право на то, чтобы завоевать все-таки наше мироздание. Поэтому вот эти контракты там свои и прочее. Ну, кормушки лишаться никто не хочет. То есть всех под уничтожение, им было это все оговорено, что те, кто не хотят уходить, не хотят там подписывать мировые и все, ну, они просто суицидники. Ну, такие вот дела, поэтому, ребята, такие тоже новости. То есть, в принципе, Темная империя сейчас притязаний не имеет. Это новость хорошая, потому что у Темной империи, как у таковой, есть очень большие ресурсы. Вот. Но то, что Темная империя отошла и сказала, что больше они не будут, как бы, но это не значит, что совсем можно расслабиться, потому что мелкие вот эти вот уроды, они еще остались. И другие тут тоже. Также давайте дальше, да, структурированно по теме. То есть их сейчас надо уничтожать. И, кстати, кто будет смотреть, если какие-то подпространства, видите их или еще что-то, уничтожайте. Но сейчас мы уже хотя бы снаружи никто не нападает, потому что снаружи там все, помните, вот этот был все, что перед Пасхой, там, по-моему, я тогда говорила, были нападения, да, бои такие шли на уровне внешних боев, да, что до этого тоже были, что 21 декабря, если помните, там вот это вот было, что еще, то есть хотя бы вот этих внешних таких уже не будет нападений, то есть сейчас, по сути, вот остались внутренние порталы и остались вот эти вот все гады, которые тут внутри, то есть надо защищать. В общем, вот это такие, наверное, самые большие новости, которые были крупные. А на этом, ребят, у меня на сегодня все. Всем всего самого наилучшего. До скорых встреч.